Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем канале о вязании. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Здесь вы найдете много интересных и простых мастер-классов по вязанию игрушек. А это заключительная часть мастер-класса по вязанию бычка. Вяжите с удовольствием, ставьте лайки и пишите комментарии. Так, сначала пришьем рожки. Они у нас прям над глазками. Вот так вот будут выглядеть. Обычной иголкой с нитками пришиваем. Вот смотрите, как здесь. Просто по кругу. Тоже, как и в голове. Принцип: сначала я завожу в голову, потом в рожек. И вот так вот пришиваю. Тоже это несложно. Если вдруг у вас не получается ровно пришить, не намечая, то тогда спицей тоже или чем-то проткните. И пришьете хорошо, тогда ровненько. Вот как получается, так и пришиваю. Всегда все ровненько получается у меня. Вот так вот рог пришили. И затем сразу под рожком пришьем ушко. Ушко я здесь немного собрала. Вот. И вот так вот прям пришиваем сразу его под ушком. То есть здесь тоже ничего сложного, просто начните, и все в итоге все равно получится. С одной, со второй стороны. Вот так вот будет, видите? И точно так же с другой стороны пришьем сначала рожек, а затем рядышком ушко. Давайте дальше самостоятельно. Принцип понятен, ничего сложного. Вот так вот я пришила ушки, рожки. Сейчас сделаем утяжечку на мордочке обычной иголкой с ниткой. Просто немножко подтянем вот эту вот мордочку. Иголочка, если у вас есть, то берите подлиннее, чтобы удобнее было. Здесь просто через петельку по розовому идем и вниз спускаемся. Спускаемся и подтягиваем. Снова отсюда сюда выходим и таким же образом через петельку вниз спускаемся. Опять. Здесь несколько раз так делаем, пока вам не понравится результат. Вот увидите все, как хотела. И все. Можно остановиться. Свяжем ротик, там добавим, и все будет красиво.
То есть тут как таковой утяжечки нет, просто немножко сплюскиваю вот эту вот мордочку здесь именно. И все. Давайте для ротика розовую пряжу берем. И вяжем 4 воздушные петли. И затем со второй петли от крючка провязываем 1 столбик без накида, в следующую петельку 2 столбик без накида и в следующую 3. Вот так вот. Делаем воздушную петлю, разворачиваемся и снова вяжем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и 3. Здесь можно схватить и вот эту крайнюю, чтобы ровненько было. Ну, вообще мы пришьем, в принципе, не будет видно. Вот так вот. И еще разочек, наверное, надо. Воздушная петля, разворачиваемся и 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и вот, просто свяжем 3. Вот такой вот ротик. Теперь мы здесь вот дойдем до вот этой ниточки просто соединительными столбиками, а можно не соединительными, можно именно провязать. Вот 1, 2 и сюда соединимся. Так. Сейчас посмотрим. Я все время забываю, как я вяжу рот, и я его вяжу все время, ну вот как получится, что ли, так сказать, поэтому вот у меня нет четкой схемы, я ее даже не записываю. Все, ладно, пойдет. Так. Здесь я узелок завяжу. Вот так вот. И можно прямо эти ниточки не обрезать, а туда вот спрятать вязание, а можно обрезать. Именно с ротика вот эту вот часть хочу просто зашить, чтобы ниточки эти нам не мешали. Так вот просто поприхватывая. Вот так вот. На камеру я показывала, не на камеру. В общем, берем этот ротик теперь и вот так вот сюда пришиваем. Снизу пришиваем его и по бокам. Вот так вот.
И вот такой вот ротик получается. Здесь хорошенечко еще нужно пришить. Ну, принцип тот же, поэтому дальше пришиваем самостоятельно. Просто хочу себе поближе взять игрушечку и хорошо еще разочек здесь пришить, чтобы ротик у нас был уже надежно пришит. Поэтому сейчас я это сделаю и будем с вами делать волосики. Еще сейчас сделаем вот такие вот ноздри, если хотите. Просто вот я взяла нитку розовую, которой мы вязали мордочку, и сюда я в один раз это делаю в одну нитку. Когда-то делала в две, но это вообще не важно. Можно в две делать. Просто вот такие вот ноздри сделаем. Вот так вот, видите? И вот тут хочу в ротик. Хочу еще немножко подтянуть мордочку. Здесь каких-то прям рекомендаций у меня нет. Просто вы делаете так, как вам нравится. Вот мне просто хочется еще немножко стянуть, поэтому я снова решила здесь вот поутягивать. Вот так вот хочу. Видите? Так, и волосики я вот такие вот ниточки, это Alize Softy Plus. Хочу сейчас беленькие сделать. Просто нарвем очень много таких ниточек. И здесь вот несколько рядов, как вам нравится. Вот так вот их закрепим. Видите, вот такие волосюшки будут. И будет красивый. По хвостику тоже смотрите, как вы хотите. Либо можно темнейшая такая была, вот она. Можно либо связать хвостик, либо, как я показывала в других своих мастер-классах, по коровкам и бычкам. У меня их уже тут много. Можно просто ниточки тоже нарвать и сплести косичку. Вот такие вот ниточки нарвать, протянуть сзади и сплести косичку. Можно связать. В общем, сейчас осталось последние штрихи. Я сейчас это сделаю и уже покажу окончательный вариант бычка. Вот смотрите, что в итоге получилось. Сейчас сделаем утяжечки на ножках. Утяжечки я просто делаю сначала вот здесь, вот в серединку, видите, вот сюда вот, прям в серединку ножки. И здесь посерединке, что ребенок проснулся. Вот сюда вот так вот и снова в серединку. И вот так вот вставливаем, смотрите. Вот так вот придавливаем, и получается такое копытце. Тоже так делаем несколько раз. И все. Вот таким вот образом. Получается, и так делаем и на ручках, и на ножках.
Вот такой вот красивый бычок у нас получается с такими копытами. Такое красота. Соску я ему не пришила, а на веревочку повесила и привязала тут на бантик. И вот так вот. Такое маленькое ляля. Сделаем хвостик. Я вот таких вот 3, как и волосики, делала с той же нитки. 3 вот таких вот веревочки нарезала. И просто вот здесь вот сейчас мы посерединке ставим. Так, куда вы тут, наверное, где-то. Видно все. Принцип, как и в волосах мы делали. Вот так вот протянем. И вот так вот получилось у нас. Здесь заплетем косичку. На 3 равные части разделили, косичку заплели. И бычок наш будет готов. Так, достаточно. Здесь я просто завяжу хвостик. Здесь я просто завяжу узелок. Вот таким вот образом. Сюда его спущу, чтобы хорошо держалось. И вот такая вот, видите, вроде как много, поэтому я обрежу. Вот так вот где-то я обрежу. И все. Теперь мне все нравится. Видите, такая вот кисточка, такой хвостик. Вот такой вот хвостик. И вот такие вот бычки. Угу. Такие вот бычки готовы. Если вам понравился данный мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Также в Инстаграм мне можете присылать фотографии ваших работ. Очень интересно будет посмотреть.